Представьте, что ваша жизнь лишена каких-либо неприятных сюрпризов. У вас есть хорошая стабильная работа, цены в магазинах растут не более чем на 2% в год, а заработной платы хватает, помимо всего прочего, еще и на накопление. В СМИ гордо заявляют: мы свидетели экономического роста и стабильности. Здорово, правда? Но что если, несмотря на комфорт и уверенность в завтрашнем дне, экономически мы находимся в шаге от крупнейшего экономического кризиса своего века? Что может скрываться за желаемой и порой так необходимой стабильностью? В конце 20 века один недооцененный современниками экономист Хайман Минске разрабатывает свою теорию финансовой нестабильности, которая под микроскопом рассматривает природу экономических кризисов. Стоит ли говорить о том, что теория получила большую популярность после кризиса 2008 года, а имя Минске стало известно куда более широкой публике? Сперва погрузимся в теорию. Она может быть трудна для первого знакомства, но разбирая ее на практике, все встанет на свои места. Важно уточнить, взгляд Мински касался не всех экономик, а только капиталистических, в которых сформировалась сложная система финансов. Для нас важно отметить, что для Мински капитализм – это финансовая система, особенности поведения которой связаны с влиянием финансов на поведение системы. Это ключевая идея, которая лежит в основе всех его работ и отличает его от других экономистов. По мнению Мински, финансы являются сердцем и движущей силой экономики. Исходя из этого, нам следует подробнее рассмотреть финансовый мир. В рамках теории важная роль уделяется денежному потоку и ограничению на выживание. Денежный поток – это самый базовый элемент экономики, а ограничение на выживание является базовым ограничителем в поведении экономических субъектов, которое требует соблюдения одного важного принципа, а именно отток денежных средств не должен превышать их приток. Простыми словами, мы не должны тратить больше, чем зарабатываем, и это важный принцип здорового функционирования экономической системы. По своей сути, финансы важны тем, что они привносят порядок в анархию рыночного обмена в условиях неопределенности будущего. Но временами нам приходится тратить куда больше, чем мы зарабатываем, в результате чего мы берем кредиты у банков. Мински был институционалистом, поэтому для него финансовые институты, какими являются банки, играют ключевую роль в капиталистической системе, так как их сложная структура взаимосвязанных денежных обязательств в отношении неопределенного будущего придают системе связность. Ввиду чего финансовый кризис настолько опасен и страшен во многом потому, что он представляет собой несвязность. По мнению Мински, денежные обязательства имеют двойственную природу. С одной стороны, они структурируют неопределенность и придают системе четкую форму. С другой стороны, они обязывают экономических агентов совершать действия, которые могут оказаться невыполнимыми и тем самым ставят под угрозу согласованность в будущем. Проще говоря, если должник в силу разных причин не способен вернуть долг банку, это не представляет больших проблем. Но если таких должников будет больше, то здесь возникает риск для системы. Это раскрывает значение принципа непревышения денежных оттоков над притоками, о котором мы говорили ранее. Для поддержания баланса между этими двумя сторонами денежных обязательств требуется постоянная корректировка, то есть установление согласованности между обязательствами и денежными потоками. Простыми словами, фиксации того, чтобы наши долги не превышали наши доходы. Но согласованность – это не что-то раз и навсегда установленное, а временное и неустойчивое состояние, которое постоянно меняется с течением времени, вследствие чего периодические кризисы просто необратимы. В контексте связи заемщика и кредитора Минский определяет три типа финансирования, от количественного большинства которого определяется степень уязвимости или устойчивости экономики. Их можно представить в следующей иерархии. Хеджированное финансирование – это механизм, при котором денежных потоков достаточно для выполнения всех прогнозируемых денежных обязательств, а именно выплаты по процентам и по основному долгу. Спекулятивное финансирование – это механизм, при котором денежных потоков хватает только на выплату процентов, в то время как для выплаты основного долга требуется пролонгирование, то есть переноса долга на будущее по мере наступления сроков его погашения.
Проще говоря, полное выполнение таких обязательств возможно при получении нового кредита. Спонсофинансирование – это механизм, при котором денежных потоков не хватает ни на выплату процентов, ни на погашение основного долга, в результате чего возникает потребность рефинансирования. Со временем поведение и финансовое положение участников рынка приводит к тому, что они переходят из одной категории в другую, а общий финансовый климат зависит от доли участников каждой категории. Для наглядности, чем больше в системе хеджирующего финансирования, тем стабильнее экономика. Чем больше спекулятивного финансирования, тем она нестабильнее. В экономике существует тенденция перехода от надежных видов финансирования к нестабильным. Это происходит с ростом уверенности в отсутствии рисков. По своей сути, это и есть гипотеза финансовой нестабильности. Происходит это потому, что в мире неопределенности ожидания относительно будущего имеют мало объективных оснований и строятся они на прогнозах и мнениях, а следовательно, ошибки просто неизбежны. Давайте рассмотрим все на практике. Как мы все прекрасно знаем, экономическая система функционирует в рамках экономических циклов, где рост заканчивается пиком, пик переходит в спад, спад завершается депрессией, а она в свою очередь переходит в рост. Так вот, Минский заметил, что в фазе роста инвесторы делают более оптимистичные прогнозы на будущее, пересматривают свои оценки прибыльности значительного числа инвестиционных инструментов и, самое главное, стремятся к широкому использованию заемных средств с целью увеличения своей прибыли. В то же время снижается оценка кредиторами отдельных инвестиций и неприятие риска, ввиду чего они с большей готовностью дают в долг, в том числе и в тех случаях, которые ранее представлялись слишком рискованными. Минский предполагал, что проциклические изменения в предложении кредита, то есть изменения в зависимости от стадии экономического развития, ослабляют финансовую структуру и увеличивают вероятность финансовых кризисов. Минский придавал особое значение поведению заемщиков, имеющих много долгов, особенно тех, кто во время финансового подъема увеличивал за счет заемных средств объемы приобретения недвижимости, акций или товаров с целью их дальнейшей перепродажи. Мотивом для таких операций было ожидание опережающего роста цен на активы по сравнению со стоимостью заемных средств. Таким образом, коммерческие компании и частные лица начинали брать кредиты для инвестирования в различные активы с последующим извлечением прибыли. Мотивом для таких операций было ожидание опережающего роста цен на активы по сравнению со стоимостью заемных средств. Таким образом, коммерческие компании и частные лица начинали брать кредиты для инвестирования в различные активы с последующим извлечением прибыли. При этом темпы экономического роста ускорялись, что в свою очередь вызывало еще больший оптимизм. Рост цен активов улучшает балансы заемщиков, что позволяет им занимать еще больше, тем самым увеличивая общий уровень долговой нагрузки в системе. Минский отмечает, что на этой стадии может возникнуть эйфория. Инвесторы покупают товары и ценные бумаги с целью получения выгоды от ожидаемого роста цен на них. Такая эйфория приводит к распространению оптимистических настроений относительно темпов экономического роста и приращения корпоративной прибыли. Возникает процесс следования за лидером, когда компании и частные собственники видят, что другие получают прибыль от спекулятивных приобретений. Нет ничего более тревожного для здоровья и рассудительности человека, чем видеть, как его друг становится богаче. Аналогично и банки могут наращивать кредитование разнообразных групп заемщиков, потому что они не желают уступать часть рынка другим кредиторам, расширяющим свою деятельность более быстрыми темпами. Все больше и больше компаний и домохозяйств, ранее испытывавших неприязнь к подобного рода рискованной деятельности, начинают борьбу за высокий процентный доход. Деньги никогда еще не доставались так легко. Спекуляции представляют собой отклонение от нормального, рационального поведения и приводят к тому, что формируется такое явление, как пузырь или ажиотаж. Вследствие увеличения объемов кредитования и закредитованности прямо пропорционально увеличивается зависимость экономических агентов от роста своих активов. Пока актив растет в цене, у агента не возникает проблем с ликвидностью и платежеспособностью по своим долгам. Но давайте вспомним иерархию типа финансирования.
В сложившейся ситуации доля хеджированного финансирования невероятно мала в сравнении с тем, как увеличивается в объемах спекулятивное и понцифинансирование. Экономика стала зависима от рефинансирования и роста цен активов. Для Минска это ключевой момент. Структура обязательств требует, чтобы цены продолжали расти. Но будут ли они расти так и дальше? В результате эндогенной хрупкости, когда поведение цен становится зависимым от микроэкономических факторов, оптимизм инвесторов заметно падает, и они становятся более осторожными. При этом потери кредиторов по предоставленным средствам растут, что также вынуждает их к проявлению большей осторожности. Но система уже перегружена долгами, и ее устойчивость сменяется хрупкостью. Здесь и начинает разворачиваться кризис. Если актив больше не растет в цене, то понцо-заемщик не может выплачивать свои долги, и ему необходимо взять новые, чтобы как минимум отсрочить платеж. Однако банки, теряя деньги, ужесточают условия выдачи новых кредитов, в результате чего инвесторы вынуждены продавать свои активы с целью закрытия долгов или хотя бы их части. Но здесь начинается важнейший этап кризиса. Когда агенты начинают одновременно продавать свои активы, то предложение превышает спрос, и цены на них падают. В результате чего инвесторы теряют свои деньги не только от прекращения роста и начисления процентов по долгам, но и от падения цен на свои активы. Таким образом, даже продав свои активы, инвесторы остаются неплатежеспособными. Но кризис заключается не в простом падении цен и неспособности инвесторов расплачиваться со своими долгами. Как мы говорили ранее, финансовая система строится на взаимных обязательствах, поэтому вместе с инвесторами большие убытки претерпевают и финансовые институты, предоставляющие кредиты. Структура долговых обязательств перестает соответствовать реальным денежным потокам в экономике. В результате разрушенных балансов и формируется финансовый кризис. У вас может возникнуть вопрос: и что? Разве эта проблема не исключительно безрассудных инвесторов и банков, которые раздали им когда-то кредиты? Здесь стоит напомнить, что банки не берут деньги из воздуха. Деньги, которые предоставляются инвесторам в кредит, они берут с депозитов вкладчиков. Если банк не получает проценты и платежи по основным долгам, то ему нечем расплачиваться и с вкладчиками. Таким образом, финансовый кризис становится вовлеченными все больше и больше экономических агентов, что придает кризису его всеобщий характер. Познакомившись с теорией финансовой нестабильности Хаймана Мински, мы можем сделать вывод. Стабильность не устраняет финансовый кризис, она его готовит.